В начале 20 века бразильские ученые сделали уникальное открытие. Люди, зараженные трипаносомой круци, не болеют раком. И наоборот, если в организм, пораженный раком, ввести препарат, полученный из этого микроорганизма, опухоль регрессирует. Этим вопросом заинтересовались советские ученые. Микробиолог Григорий Роскин изобрел метод содержания трипаносомы в искусственных условиях. Это позволило экспериментально выявить на мембране этого паразита особый белок, активизирующий иммунитет на борьбу с онкоклетками. Перед ученым стояла задача выделить этот белок и создать на его основе препарат для инъекций. В работе Роскину помогала его жена, иммунолог Нина Клюева. Вместе они надеялись создать эффективный препарат от рака и запустить его в производство. Работу свою ученые в секрете не держали и даже выпустили монографию, посвященную результатам исследований. В 1946 году на кафедру к ученым заявились американские дипломаты. Они предложили организовать совместные исследования. Ученые были рады такой перспективе, ведь еще недавно американские партнеры предоставили Советскому Союзу новейшие разработки – пенициллин и стрептомицин. Клюев с разрешения самого Минздрава охотно делится наработками по круцину. Так предварительно называлось новое лекарство от рака. Академик Василий Парин, замминистра здравоохранения СССР, лично везет в Соединенные Штаты опытные образцы препарата и в течение полугода рекламирует советские наработки. Привез в Америку Парин и написанную от руки монографию Клюева. В Советском Союзе после войны была нехватка бумаги, литература выпускалась крайне медленно. В Штатах такой проблемы не было. Работа ученого была переведена на английский и сразу же опубликована. Зарубежные издания тут же стали пестрить громкими заголовками: «В СССР найдено чудодейственное лекарство от рака». Именно из этих изданий о новости узнал Сталин и впал в ярость. Он воспринял это как абсолютное предательство. Как же так? Замечательное открытие, которое может спасать людей от рака, и вместо того, чтобы сделать это государственным секретом, лечить только своих, гениальные наработки оказались в руках идеологических врагов Советского Союза. В 1947 году академик Парин возвращается из турне по Америке и тут же попадает в тюрьму. Его обвиняют в шпионаже и измене родине. Несмотря на то, что передачу круцина американцам одобрил Минздрав, ученого решают расстрелять. Однако за несколько дней до казни указ Президиума СССР отменяет высшую меру в мирное время. Приговор Парину заменяют на 25 лет тюремного заключения. Клюева и Роскин тоже были обвинены в антисоветском поведении и чрезмерной любви к Западу. Это еще не предательство, но предупреждение ученые получили. Однако арестовывать их Сталин не хотел. Он был заинтересован в продолжении разработок чудо-препарата. Но ученые теперь обязаны были в кратчайшие сроки закончить исследования и предоставить готовую формулу для запуска лекарства в производство. В строжайшей секретности, под страхом смерти, они заканчивали собственные наработки. И круцин действительно появился в аптеках в свободном доступе уже в начале 60-х. Стоил он сравнительно недорого – 4 рубля, как 8 пачек пельменей для сравнения. Продавался он около 10 лет подряд. После смерти Сталина образцы были переданы французской фармакологической компании, которая тоже стала делать препарат от рака на основе круцина. Однако в СССР круцин был снят с производства в 1972 году. США отказались от дальнейших разработок, утверждая, что изначально имели просроченные, а значит неэффективные образцы. Во Франции в начале 70-х появились более эффективные препараты. Выпуск круцина стал невыгодным. В Советском Союзе круцин тоже попал в десятку устаревших препаратов и исчез с прилавков аптек. Дальнейших разработок лекарств на основе трипаносомы не проводилось. Говорят, что открытие живет только в руках своего разработчика. А что было бы, если бы Роскину и Клюевой позволили бы вести исследования без войны с конкурентами и теми, кто думал в первую очередь о политике, а не о здоровье людей? Ответов на этот вопрос уже никогда не будет.